Так, есть Фабия, крышку багажника, которую конкретно покоцала. Я не сразу начал снимать, сначала даже не думал. Но есть вот такие вот моменты. Тут углы поползли. Многострадальная крышка, которая здесь прямо коржами было наложена. Тут уже до металла выгрызено. Где-то миллиметра 4. И его аж пучить начало. Аж раскалывать, оно изнутри аж вырывало его, от ржавчина подымало. Вот такие коржи. Вот я их просто пальцем зацепил, и они отвалились. Оставил их. Ну, такой, может, мало ли. Краска в тон не попадет, подобрать вместо лючка занес, да и все. И вот такими вот слоями там все наложено, и под этим слоем, и все это, короче, не стекловолокно, а просто универсалкой налеплено коржи. Здесь видно фрагменты. Ну, здесь как мог плавно перешел, до металла сдер. Будем пытаться ее как-то в полевых условиях на улице привести немножко в чувство, что крышка вообще убита, ее не спасти, но сейчас никто ничего покупать нового не будет, нужно просто так же, как она была, сделать вот это. Значит, что? Ободрано, куда уже нельзя ободрать, вот в эти углубления, сколько смог залезть, в эти кратера, туда преобразователя, все это сверху. Но это, к сожалению, не было. Сейчас уже пришел. Однокомпонентная эпоксидка. Тоже нормально работает. Как смог, заизолировал. Какое-то время еще походит, а там видно будет. И поверх нее сейчас будем стекловолокном. Первый слой шпакли вообще в моей жизни. Никогда в жизни ничего не шпаклевал. Вот сейчас заваливаем неровности. В общем, как по рекомендации гуру из интернетов, немножко, 50%, 25%, 12,5%, около 6%, 3%, и вот это как-то кучка, столько отвердителя. Вообще стынет в моменте. Надо, главное, успеть все это втереть, вдавить. Вдавливал, аж очки лизло. Так, вдавливал. Посмотрим, что оно будет. Половинка, четвертинка, восьмеринка. Короче, в конце концов, вот столько отвердителя понавыделял. Вот, главное аккуратно, потому что может отвалиться и упасть на землю. Глаза боятся, руки делают. Продолжаем наваливать. Так, второй раз накидали. Конечно, тут еще провалы, ямы. Тут уже подсыхать начало. Хватает очень быстро. Нужно много не замешивать, потому что очень быстро схватывает. Все это дело по чуть-чуть слоями втирать. Ну, втираю. Посмотрим, что будет. Главное шпателя подщухивать, потому что на них мгновенно застывает. Одним шпателем, второй тут же. Чувствую, что схватывает, бегом чистить, потому что потом не знаю, как их отдирать. Разве что наждачкой. Короче, продолжаем. Все по той же схеме. Еще раз накидываем. И на сегодня все, солнце садится. Первая попытка первого дня выглядит вот так. Будем что-то смотреть, ошкуривать. Тут еще вот видно прямо яма заваленная. Тут когда-то какими-то спатерами тянули. Что-то тут, короче, что-то с ней было. Тут был слой так. Краска, шпакля, краска, шпакля, краска. Короче, куча слоев. День очередной. Посмотрим, что мы тут налепили. Пройдусь 120-й брусочком, чтобы посмотреть, что там вообще, где там. Делаю все, как бы сказать, что-то посмотрел, что-то из общего понимания вещей. Сейчас немножечко затрем, чтобы было видно, где ямки. Будем продолжать. Вот так вот. Вот так вот. Втираем. Втираем. Моцно втираем.
окей. Шпателем другой такой себе, но может я себе как-то штатив какой-то приделаю. Может быть. Ну, в таком духе дальше. Да, втирать еще долго. Как рукой проводишь, оно еще волнами такими. Короче, крышку не спасти, можно только присрать. Продолжаем. Пробую местами тереть, чтобы смотреть, что оно такое. Понятно, что с брусочком, но здесь такое место интересное. Ну, я все же делаю неправильно. Понятия не имею, что делается. Вроде трется даже. Еще один неправильный вариант. Шпателек. Блин, когда в камеру смотришь. Слушайте, первая попавшая шпакля зеленая трется достаточно хорошо, легко. Что там читал, что стекловолокно тяжело тереть вообще. Да, нормально. Вот такая вот фигня. Тупо первая попавшая. Понятия не имею, что это. Вижу эту банку первый раз. Ну, точнее, раньше не видел. Уже стало сложно запоминать, где впадина. Начал вот так. В местах, где завалено, помечать, потому что потом, когда уже намешал, смотришь и, блин, вроде здесь, а вроде и не здесь. Хер его знает где. Ну, короче, начал делать вот так. Вот это вот место понятия не имею вообще, как его лепить. Ну, я резиновым шпателем. Потому что, ну железякой туда как-то оно не подлазится. Как там делают гуру специалисты, я не знаю, понятия не имею. Ну, лепим. Ну что ж, день второй, точнее работа на второй день. К концу практически визуально ничего не поменялось. Ну, вроде ямы, ну тут еще есть, тут есть, вот тут на краешке есть. Эти края, конечно, тяжело их. Может, кто умеет так взять кучу, так бах, навалить, размазать, все это. Ну, это надо уже уметь, а я еще не умею, потому... День третий, действие третье. Вот сюда мы вернемся, когда здесь что-то поменяется. А пока нужно вот этот болтик из пластилина, зараза, не родной, сюда его забили. Срезали шлицы, надо как-то спилить и как-то выкрутить. Сейчас будем что-то сочинять. Господи, это нечто просто разлезлось. Но я, по-моему, жестяная банка и то прочнее. Что это? Где этот болт взяли? Болт, который не откручивается, а выколупывается кусочками. Вот столько в банке осталось. Там только что-то вырисовываться начинает. Это уже полкила там практически. Ушатались шпателечки, уже плохо оттираются, не оттираются. Короче, ничего лучше не придумал, чем взять шлифмашинку. Ну, немножечко потереть. И второй чуть пободрее. Кривизна земли тут, конечно, еще конкретная. Но уже что-то начинает становиться похоже на какую-то, хотел сказать, плоскость, поверхность. Еще, но уже темно. Будем лепить завтра и, думаю, для первой части достаточно. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Вы просто герои.